Приветствую, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать вот такую вот анимацию, которую вы увидели на вашем экране. Из чего же состоит эта самая анимация? Мы это будем делать в программе DaVinci Resolve 18.6 у меня версия в данный момент. У меня на таймлайне это уже в вот таком вот компаунд клипе, но я буду показывать все уже то, что внутри. Это у меня обычная картинка, которую я уже немножко просто подогнал под разрешение 16:9, чтобы подходила обычная заливка цветом, которую можно сделать, зайдя в эффекты, генераторы и Solid Color. Перетаскиваем, выбираем цвет. Вот здесь вот в генераторе Color нужный делает вот эту самую вот мягкую подсветку. Ну, как бы это основа, с чего идет вот этот самый цвет. Текстовая вставка — это вот drop in, это тоже можно найти в титрах. Так, вот drop in, вот этот текст. Это обычный значок телеграмма, круглый, ну и я на него еще эффект glow добавил и проанимировал. Самый основной эффект здесь дает, наверное, вот именно вот этот solid color слой, но на самом деле здесь очень много дает кроппинг. Делаем мягкость, softness. Я всегда буду показывать в английской версии DaVinci Resolve, потому как я так вот привык уже. Softness здесь 16, но и границы получается, если режим кроппинга включить, то вот. Ну и здесь, конечно же, сделана у меня анимация проявления, тоже через кроп. Выберем, пусть будет зеленый, сделаем его мягким. Ну и текстовой слой тоже сделаем сверху сразу. Можем, давайте, другой выбрать какой-то. Ну, пусть будет обычный вот текст, самый стандартный. Если у кого вопросы возникли, что вот еще дальше там поверху, здесь еще идет слой с такой вот дымок, Composite Mode, Add и Opacity 19, анимация Position. Если включить Transform, то вот показывает путь следования этой анимации. Итак, вот у нас есть текст. Пусть будет наш текст находиться, ну, вот также на фоне вот этого вот пейзажа пусть будет. Делаем копию, зажав Alt Settings, Cropping. Ну, для начала переместим текст наш с помощью трансформа можно. Ну вот, пусть будет у нас текст вот где-то вот в такой вот позиции. И сделаем ему сразу проявление. Ставим основной курсор на начальную позицию, где вы хотите, чтобы начиналась анимация, и включаем тот эффект, который вы хотите анимировать. В данном случае я хочу, чтобы текст у нас проявлялся слева в правую сторону, то есть он мягко появлялся вот в эту сторону. В данном случае я буду использовать кроппинг, хотя можно и по-другому. Делаем softness, где-то примерно, ну, пусть будет 9. Crop right, то есть кроппинг справа. Можно сразу в режиме кроппинга это делать, но я обычно делаю вот здесь. В данном случае начальная позиция анимации должна быть вот в таком состоянии. То есть ваш текст в данном случае не должно быть видно нашего текста. Ну, я обычно вот так вот делаю. И вот я хочу, чтобы текст уже было видно вот где-то вот здесь примерно. И я возвращаю все это дело на 0. Ставлю 0, и анимация уже будет до 0. Вот здесь вот уже проявление идет. Можем немножко вернуться в начало и поднять, сделать больше softness, мягкость. И вот получается вот такая вот уже самая простейшая анимация. То есть суть анимации уже понятна. И так можно сколько угодно сделать здесь. Вот можно просто взять, зажать вот одну точку, вот вторую через Alt зажать и сделать копию. А в конце уже на последнем кадре сделать, ну, чтобы текст наш скрылся за край нашей рабочей области. И получится вот такой вот обратно. Чтобы сделать анимацию печатания текста, нужно выбрать именно текст плюс, потому как он работает во Fusion. Вводим нужный нам текст. Ну, пусть остается, или пусть будет наш вот этот же текст. Далее включаем, вот у нас есть Write On. Его делаем, если нужно, чтобы проявление шло слева направо. То, что я сделал через кроппинг, можно сделать и здесь. Вот с помощью вот этой вот штуки, только вот одной этой анимации. Ну, здесь получается проще. Но чтобы получился эффект, похожий эффект печатания текста, то достаточно вот эту вот штуку вот так сделать. Включите этот keyframe, ключевой кадр поставить здесь, поставить в конце нашего клипа текстового эффекта и затянуть обратно. И наша анимация готова.
По поводу вот нашего color, это тоже достаточно просто. Если в режиме кроппинга, то можно вот так вот быстро все это сделать. В инспекторе поменять значение softness, и вуаля, получился тот самый эффект. Ну, почти. Но тут уже нужно настраивать, как именно нужно, кому как нравится. Чтобы сделать такое же проявление, как вот здесь, плавное проявление этой подложки, скажем так, нужно сделать опять же анимацию. То есть выставляем наш курсор в начало, в кроппинге ставим ключевой кадр. Я обычно ставлю тот, который у нас в конце нашего уже проявления. То есть когда вот эту подложку должно быть видно полностью, ставлю crop right ключ и перехожу в начало и двигаю. Можно вот этот ползунок сдвинуть сразу влево, либо я обычно делаю вот его. Двигаю. Можно вот так вот сделать, чтобы его не было видно, чтобы убедиться, что его не видно совсем. Чтобы приблизиться, я кручу колесико мыши. Ну вот сейчас достаточно точно это. Если у нас анимация расходится, идет не так, как надо, то, естественно, мы можем вставить дополнительный ключ, сместив вот эту штуку, у нас поставится дополнительный ключ. И в итоге получится более плавно. Ну а в конце уже обратный ход анимации точно так же делаем. С появлением значка Telegram тоже все просто. Сделана анимация на зум. Вот, срабатывает зум. Вперед, там плавная. То есть, ну, если поэкспериментировать с анимацией, то можно все это проделать. Это достаточно просто. Ну и дополнительно у меня сделан эффект Glow. Чтобы применить этот эффект, достаточно зайти в эффекты, OpenFX. Можно здесь прописать Glow, перетащить его на нужный нам фрагмент, и он сразу же применится здесь. Но сейчас у меня появился второй. Ну, можно анимированный выключить, и появится вот самый стандартный. Его мы можем уже точно так же анимировать, настроить. То есть, опять же, выставляем, где должна начаться анимация действия какого-нибудь, допустим, наше свечение. Здесь его нет. Пока его нет, мы включаем, вот, допустим, spread, gain, gamma, saturation и opacity давайте. Ну а на этой позиции уже есть более яркий glow. Можно приблизить и смотреть, сколько это, насколько меняется. Ну, spread — это насколько сильно он распространяется. Можно сделать мягким его. Ratio, HV ratio тоже можно менять, получить наиболее нужный эффект. Тут можно с цветами поиграться, с красным, зеленым сразу можно. Все это можно санимировать точно так же. Гейн усиление, гамму можно сразу менять. Можно прям все это анимировать, то есть во время наших движений все это будет, и цвета можно анимировать. Цвет можно также выбрать любой, который будет основным. Вот в следующем уже будет, допустим, вот как-то так вот. Ну, это я так уже сейчас навскидку, просто чтобы показать. И вот такое вот свечение можно сделать просто, скажем так, в 2 клика. Спасибо за внимание. Если возникли вопросы, пишите их в комментариях. Обязательно учту. И уже в следующем видео отвечу на те самые вопросы и покажу что-то еще новое из этой программы. Спасибо за просмотр. Нажимайте палец вверх и пишите ваши комментарии.